Друзья, всем привет! Увидела свет композиция, написанная известным казахским композитором Ринатом Гайсиным. Партию дамбры в ней исполнил Димаш Кудайберген. О том, как она создавалась, рассказывает Димаш Ньюс. История трека «River of Love» началась в 2011 году. Ринат Гайсин, летев из США в Казахстан, в иллюминатор самолета увидел очень длинную реку. Она была настолько бескрайней, что композитор в очередной раз восхитился великолепием природы нашей планеты. Именно в тот момент в его голове родилась мелодия будущей композиции. Там же в самолете он записал ее на ноты. Вода для меня всегда была источником жизни и бесконечной любви. Сочинив композицию, я понял, что ее мелодия идеально подходит для нашего народного инструмента дамбры, поделился Ринат. Автор предложил исполнить ее известному казахстанскому дамбристу-виртуозу. Тогда же, во время записи, было решено дать ей название «Река любви». Записав трек на студии, музыканты выпустили его в том же году. Спустя 10 лет композиция приобрела новое прочтение. Получилось все почти случайно. Однажды Ринат и Димаш работали в студии. И вдруг Димаш начал наигрывать ту мелодию, которая известна, пожалуй, каждому казахстанцу. Как рассказывает композитор, Димаш играл ее с новым дыханием. Такое звучание вдохновило его, и он тут же сел за компьютер, чтобы сделать новую оригинальную аранжировку. В тот же день Димаш записал партию дамбры, и произведение зазвучало абсолютно свежо и стильно. Также он добавил свои неповторимые вокализы, которые придали композиции еще больше эмоций. Я очень рад, что «River of Love» теперь будет звучать по-новому в исполнении нашего Димаша, резюмировал автор. Вот такая душевная история, друзья. Надеемся, что со временем появятся слова к этой мелодии, и мы услышим песню в исполнении Димаша. В описании дана ссылка на видео. Всем большой рахмет!